Друзья, и снова здравствуйте. В предыдущем видео мы с вами написали бота по бэктестам, но мы его не закончили, потому что нам не хватало файла с данными, с барами. В этом видео предлагаю быстренько написать скрипт по скачке баров и приступить к бэктестам. Кстати, кто был внимательным, я думаю, заметил, что данные скрипты мы пишем в упрощенном варианте, не выносим отдельно файл с настройками конфигурации, в одном коде все делаем. Это потому, что данные скрипты не требуют такой высокой точности, как скрипты по сигналам. В них нет сложной логики по вычислению индикаторов, вычислению сигналов по индикаторам, поэтому смело можете их делать вот в таком вот упрощенном варианте, одним файлом. Поехали! Ну и первое, что мы делаем, это мы приступаем к нашему промпту, к нашему заданию. Быстренько по нему пробежимся, как всегда. Напиши скрипт на Python 3.11 для скачки баров с биржи Binance. В шапке скрипта оставь возможность задавать интервал, за который нужно скачать бары, задавать таймфрейм и задавать актив или группу активов, по которым нужно скачать бары. Скачанные бары оформляй в файл CSV. Название файла формируй автоматически по названию актива, таймфрейму и периоду, указанных в шапке скрипта. В конце добавь список библиотек, необходимых для работы скрипта. Окей, копируем и вставляем в интеллект. Запускается процесс, и он сразу же нам выдает код. Он нам предлагает добавить поддержку группы таймфрейма, чтобы сразу скачивать в нескольких таймфреймах один и тот же актив. Это интересно, но сегодня не будем заморачиваться. Обойдемся нашим простым вариантом. Копируем код, открываем приложение IDLE, новый файл, вставляем код. Сохранить как. Предварительно я уже создал папочку для проекта на рабочем столе, назвал ее download bars bot, и также само назовем и нашего бота. Сохраняем. IDLE можно закрыть. По библиотекам он нам не дал команду, он просто написал прямо в скрипте необходимые библиотеки ccxt pandas. Мы сейчас подготовим файл с командами, как это делаем всегда в нашем проекте, и там все это оформим. Вернемся в наш старый проект EMMAbot бэктесты. Отсюда скопируем текстовый документ с командами и давайте сразу скопируем ярлычок для быстрого запуска, батник. Возвращаемся в нашу папочку с нашим сегодняшним проектом и вставляем наши файлы. Значит, сразу же их изменим. Давайте скопируем название нашего нового скрипта, изменим сразу команды. Значит, по командам у нас меняется название здесь, в нашей папке с проектом, меняется название здесь и название самого скрипта вот здесь. Теперь библиотеки. Вернемся в наш интеллект, он нам написал pandas и ccxt. Окей. ccxt, давайте на всякий случай скопируем. Что у нас здесь есть под библиотекам? Значит, у нас с предыдущего проекта стоят tanampy, это можем удалить, оставим pandas и добавим ccxt. Окей. И команда по установке библиотек у нас тоже готова. Значит, то же самое нужно будет сделать и для английской версии. Меняем везде название проекта, название самого скрипта. Меняем библиотеки. Окей. Сохраним это все. Можно закрыть. Перейдем в наш батник. Значит, открыть. Открываем изменить в блокноте. Здесь нужно поменять только название скрипта. Вот это вот. Окей. Меняем название скрипта, который должен запускать батник, и сохраняем его. Сохранить. Закрываем. Окей. У нас уже готов батник для запуска быстрого и команды для создания проекта. Друзья, далее все как в предыдущий раз. Открываем командную строку, файл с командами, копируем первую команду, вставляем в терминал, нажимаем Enter. Он нас переносит в папочку с проектом. Далее создаем виртуальное окружение, ждем пару секунд. Вот у нас появилась папочка Vim, значит процесс пошел. Окей. Пока он заканчивает создавать виртуальное окружение, копируем следующую команду по активации виртуального окружения. Окей, появилась новая строка, значит он завершил создание виртуального окружения, теперь его нужно активировать. По-моему, без точки нужно было. Yes, без точки работает. Окей. Активировалось виртуальное окружение, устанавливаем библиотеки. Копируем вот эту команду, вся остальная строка у нас уже есть. Вставляем команду, нажимаем Enter. Пошла установка библиотек. Закончилась установка библиотек. Теперь, прежде чем запускать наш скрипт по скачке баров, давайте заполним данные, какие именно бары мы хотим скачать и за какой период. Открываем наш скрипт с помощью IDLE. Так он у меня напрямую не открывается, поэтому я сразу запускаю IDLE и через него нахожу файл. Окей, я захожу в папочку с нашим текущим проектом и выбираю скрипт, который мне нужно изменить. Укажем, например, актив ADA и актив Atom. Интервал укажем 4 часа. Начало укажем 2004 08 1 по 2005 09 1. Таким образом мы скачаем годичный период по данным активам 4-часовые свечи. Нажимаем сохранить. И теперь можем запустить либо батником, либо же вернуться в консоль и запустить вот этой вот командой через консоль. Окей.
скачивает ADA, скачивает Atom, файл сохранен и второй тоже сохранен. Окей, можно закрыть консоль. Вот у нас появились такие вот файлы с нашими свечами. Здесь у нас открытие, закрытие, максимум, минимум. В общем, здесь нам копаться не нужно. Данный файл нужен для нашего скрипта по бэктестам. Сейчас мы разобрали с вами, как быстренько написать скрипт по скачке баров, для того, чтобы проводить потом анализы с этими данными. Друзья, прежде чем начинать бэктесты, я хотел бы вам рассказать одну очень важную вещь, о которой я вспомнил только сейчас. Чтобы бэктесты были максимально точными, а точнее скрипт, который производит бэктесты, совершал бэктесты максимально точные, прежде чем писать скрипт по бэктестам, я вам настоятельно рекомендую к заданию, к описанию нужно добавить, что скрипт по бэктестам должен максимально соответствовать, работать идентично сигнальному скрипту. Таким образом, ваш бэктест будет максимально реалистичен. Формулы расчета, стратегии и индикаторов должны быть идентичными в вашем сигнальном скрипте и в вашем скрипте для бэктестов. Данное условие крайне важно и необходимо, чтобы на 100% быть уверенным, что вы провели правильные бэктесты, данной стратегии можно доверять и по ней можно работать реальными деньгами по вашему сигнальному боту. То есть по велению вселенной я изначально начал правильный порядок, поскольку сразу нужно написать сигнального бота, потом его нужно потестировать, понаблюдать за сигналами, сравнивать непосредственно с реальным рынком его сигналы. Только после того, как вы убедитесь, что сигнальный бот работает четко и не пропускает ни одного сигнала, можно приступать к написанию задания по боту для бэктестов. То есть по велению вселенной я начал правильный порядок, поскольку сразу нужно написать сигнального бота, потом его нужно потестировать, когда, в какие моменты он подает сигналы, не пропускает ли он сигналы. Только после того, как вы убедитесь, что сигнальный бот работает четко и не пропускает ни одного сигнала, можно приступать к написанию задания по боту для бэктестов. Друзья, я хотел бы, прежде чем начать бэктесты, вернуться к графику, к одному из активов и наглядно вам показать, с какими условиями можно проводить бэктесты. Изначально суть какова вообще всего этого пути? Найти такую стратегию, которую можно будет использовать для торговли бездумно, не вникая в графики, в теханализ, в новостной анализ. Просто по получению сигнала мой торговый бот должен будет открывать лонг или шорт и совершать автоматическую торговлю без анализа. Поэтому я попробовал проанализировать стратегию с пересечениями M. Это самая обыкновенная, самая простая стратегия, самый простой и самый древний индикатор. А теперь по самой логике проведения бэктестов. Какие параметры задавал я моему боту по бэктестам? При пересечении и закрытии свечи мы получаем сигнал о том, что у нас быстрая EMA пересекла медленную сверху вниз. Это сигнал для открытия позиции в шорт. Мой бот по бэктестам открывает позицию в шорт. И изначально я попробовал без тейк-профита и стоп-лосса. То есть какова должна была быть логика? Что позиция держится до момента, пока мы не получим обратный сигнал. Вот все это время это должен был быть открыт шорт. И только при появлении сигнала в лонг у нас закрывается шорт, который был открыт до этого, и открывается новая позиция в лонг. Такова была логика изначально, но провел бэктесты. Бэктесты показали, что данная стратегия является убыточной, потому что когда начинаются короткие движения, здесь мы получили сигнал в лонг, открылся лонг, и вот здесь чуть ниже быстренько цена вернулась под медленную 200-ю эму, мы получили сигнал в шорт, и у нас открылся шорт. И получается, что вот этот вот промежуток в 4% у нас получился убыточная сделка. Таким образом, я начал подбирать различные и пробовать различные параметры в боте по бэктестам. Я начал пробовать фиксировать take profit. Начал пробовать 5% фиксировать, 10%, 15%, 20%. Я провел сотни, если не тысячи различных вариантов, потому что тестировал не только один актив. Я тестировал разные таймфреймы. Часовой, 4-часовой, дневка, получасовой, 15-минутный. Я тестировал разные параметры по EMA, то есть не 300 и 200, как сейчас, а разные 8 и 50, есть сотни разных вариантов. Именно к этим значениям я пришел спустя тысячи бэктестов, и только эти значения показали положительный результат, при условии, что мы будем выставлять take profit. И не просто take profit, а правильный take profit, потому что на каждый актив нужен свой подходящий take profit. Активы ходят по-разному. Данный актив ходит вверх-вниз по 20-15%. К нему я применил take profit 15%, и он показал положительный результат. Другой актив, например, с 15% показал негативный результат, потому что не доходит, разворачивается после 10%, допустим, движения. И там уже был применен другой take profit. Сегодня поговорим об активе AVAX, и я вам покажу сейчас бэктест по данному активу с определенными параметрами. То есть подытожим, мы не просто открываем сделку по сигналу и разворачиваем ее при обратном сигнале, как я изначально хотел. Мы открываем сделку,
Мы не ставим стоп-лосс. Стоп-лосса не существует вообще в данной стратегии. Существует только разворот при обратном сигнале, то есть закрывается предыдущая сделка в шорт и открывается новая сделка в лонг. И мы установим take profit. Например, 15% я подобрал для данного актива. По достижению take profit у нас закрывается лонг, и мы сидим без сделки. То есть бот не открывает сделку никакую до появления нового сигнала. Когда у нас появляется новый сигнал, например, как вот здесь в шорт, бот открывает шорт. Потом сигнал переворачивается, и бот закрывает шорт с небольшим убытком и открывает лонг в этом месте. И ждет снова 15% take profit. Значит, такова вот логика. Друзья, и еще один момент, прежде чем приступать к бэктесту, я хотел бы вам показать, как работает мой уже рабочий 100% проверенный сигнальный бот по данной стратегии. Моего личного бота я написал еще до того, как решил записывать видео для YouTube. И сейчас вам покажу, какие он мне присылает сигналы в Telegram. Друзья, вот так выглядит мой Telegram бот, и вот так выглядят сигналы, которые я получаю от моего сигнального бота. Значит, последний сигнал по AVAX я получил 2 сентября в 6 утра по Риму. Также мой скрипт присылает не просто сообщение сигнальное, он мне присылает еще и вот такой вот график, на котором изображена цена и момент пересечения с EMA. Красная — это у нас EMA. Также он мне пишет, что вот синенькая — это EMA 3, быстрая EMA, и красненькая — это EMA 200, медленная EMA. Помимо этого, он мне указывает take profit, который нужно выставлять по данному активу. Как я вам до этого объяснил, каждый актив требует своего take profit, одинаковый take profit для всех активов не работает. Давайте с вами сверим данный сигнал. Это было 2 сентября в 6 утра по Риму, сигнал в лонг. Переходим к графику и смотрим, был ли такой сигнал. Итак, 2 сентября в 6 утра, да, было пересечение снизу вверх, это был сигнал в лонг. У нас здесь был рост больше 20%. То есть, если бы мы зашли здесь, мы бы зафиксировали прибыль 15%. Теперь я хочу вам показать саму работу нашего скрипта по бэктестам. Кстати, друзья, я вспомнил одну очень важную вещь. Прежде чем прийти к написанию ботов по бэктестам, я помню, как я задавал задание напрямую интеллекту посчитать мою стратегию. То есть я ему описывал смысл стратегии, которая у меня была в голове. И он в свою очередь делал вид, что производит какие-то расчеты, какие-то бэктесты у себя в среде якобы. И выдавал мне даже кое-какие результаты. Не просто кое-какие, а очень даже положительные. Но еще была у меня другая идея по другому индикатору. И я, не проверив, даже приступил к торговле по той стратегии по другому индикатору. В конце она оказалась убыточной. После этого я начал все перепроверять, то, что он мне отвечал. И, как оказалось, все, что он ответил, это все было полнейшей ерундой. Никакой среды на самом деле у него нету. У него нет возможности создать скрипт в своей среде, установить его и прогнать по данному скрипту какую-то стратегию. Хотя он писал именно так. Может, на данный момент ситуация поменялась, но на лето 2025 такого у него не существовало. Он мне сам об этом и проговорился, но уже в другом контексте и совсем по другому вопросу. Когда я его попросил создать архив, выяснилось, как он мне ответил, что у него нет никакой среды, в которой он может что-то создавать, писать какие-то скрипты, упаковывать архивы или что-либо подобное. Он может просто отвечать текстом в чат. А откуда он брал данные? Он просто анализировал какие-то форумы по криптовалютам и выдавал какую-то общую идею на основе всех этих данных, которые находил. Поэтому будьте очень внимательны и знайте, что если вы просите его напрямую посчитать какую-то стратегию, скорее всего он вам даст ответ совершенно бредовый, который будет абсолютно не актуальный и неправдивый и некорректный. Друзья, вернемся к нашей стратегии и к нашему бэктесту. Значит, суть бэктеста в чем заключалась, собственно? В том, чтобы понять вот эти вот большие движения, если ловить профиты вот этих больших движений, перекроют ли они вот эти вот пилы, которые случаются периодически в рынке. Это называется пилой, когда цена ходит вверх-вниз в определенном коридоре. То есть в этом промежутке у нас было множество открытий и разворотов, соответственно. И, естественно, все это был убыток. Убыток. И я вам скажу, что да, существуют параметры, я их подобрал через бессонные ночи, через сотни бэктестов и сотни проб различных вариантов, различных скоростей EMA, take профита, со стоп-лоссом, без стоп-лосса. В конечном счете я подобрал такие параметры, при которых, если мы бездумно будем открывать шорт и лонг по пересечению наших EMA, в конечном счете спустя год мы с вами выйдем в прибыль и конечный у нас депозит будет в плюсе. На моем примере сейчас вам быстренько покажу, как я ко всему этому пришел. Во-первых, хотел вас перенести на график такого актива, как AVAX, очень интересного. И вот что самое обидное, по AVAX он был один из моих любимых, ну точнее еще даже остается из серии активов, которые я подобрал к данной стратегии, потому что он после пересечения очень часто уходил либо в глубокую коррекцию, что давало возможность зафиксировать большой процент, либо уходил в долгосрочный рост по истории. Но, к сожалению, год от года рынок меняется, то есть то, что работало в криптовалютном рынке еще в 2023 или 2022, уже на сегодняшний день, на 2025 год не работает, потому что смотрите, что нам в августе и
даже чуть раньше, понарисовывал этот AVAX. Он нарисовал тоже жесткую пилу в августе месяце, и только вот в сентябре от M200 дал рост чуть больше 20%. Итак, друзья, перейдем к нашему бэктестеру, так сказать. Значит, что я сделал? Я скачал уже свечи предварительно нашим ботом по скачке баров и указал интервал с 24 года 1 сентября по 25 год 12 сентября. Почему я взял именно по 12 сентября? Специально, умышленно, чтобы захватить вот этот вот участок пилы. Потому что до пилы вообще было все очень сладко. Сейчас вы сами увидите по финалу бэктеста. Но мне было интересно включить также вот эту вот пилу в бэктест и увидеть, какой будет результат. И сейчас мы с вами все это увидим. Значит, напоминаю, копируем имя нашего файла с данными, с барами, Ctrl-C. Потом открываем сам бот по бэктестам. Напрямую я его не могу открыть, поэтому иду через IDLE. Перехожу в папочку с проектом, выбираю мой скрипт по бэктестам. Это можно закрыть. Сюда мне нужно CSV file name, мне нужно вставить имя файла, который мы собираемся использовать для бэктеста. Файл с данными. Это у нас будет актив AVAX с 1 сентября 24 по 12 сентября 25. Также укажем скорость 203 и take profit 15%. Это я помню по памяти, его данные самые лучшие. Потом нажимаю Ctrl-S, чтобы сохранить. Иногда оно не срабатывает. Сейчас не сработало, поэтому сохраняю вот так. Сам скрипт можно свернуть, ребят. Его не нужно закрывать. И сейчас вы поймете почему. И теперь запускаем бэктест. Ждем пару секунд, и у нас появляется результат. Результат нам показал финальный баланс $1884. То есть за прошедший год можно было заработать 88% к депозиту. Если бы мы просто бездумно открывали buy и sell по сигналам, мы бы за год совершили 45 сделок. Вот у нас есть количество сделок. И общая доходность составила бы чуть больше 88%. Теперь это можно закрыть. И у нас появляется в нашей папке. Напоминаю вам, что данные, файлы с данными, с барами, которые вы используете, должны лежать в папочке с вашим ботом по бэктесту. Сюда же он вам будет сохранять конечный результат бэктеста. В моем случае он называется вот так: EMA Backtest Results. Перейдем к нему. Откроем Excel, выберем данные. У меня старенький Excel 2007 года. Здесь все немножко сложно. В более новых версиях чуть получше он работает с файлами CSV. Здесь немножко нужно поколдовать. Иду в папочку с проектом и выбираю наш результат. Вот здесь в 2007 года Excel нужно пошаманить, открыть, чтобы он был читаемым. Запятую выберу. Вот оно разбило на колонки. Нажимаю далее, готово, окей. И получаем наш результат. Вот у нас была первая сделочка. Это, ну вот первая сделка с октября. Здесь уже каждую сделку я проверил, ребята. Также я вам рекомендую, если создаете бота по бэктестам, прежде чем верить данным, для начала сверьте. Вот каждую сделку открывайте. Вот последняя была 2 сентября. Это у нас открывался лонг в 4 утра по UTC. И проверяем. 2 сентября. В моем случае это 6 утра по Риму. Да, был сигнал в лонг, пересечение снизу вверх. И у нас цена выросла более чем на 15%. Так как у нас 15% стоял take profit, у нас зафиксировался take profit. Нужно проверить каждую сделку. В моем случае их не так много, поэтому это 15 минут. Начался тест с $1000, как мы и заказывали. Вот первая сделочка убыточная была, маленький убыток. Даже не просто первая, а первая, вторая, третья, четвертая. Просел депозит до $869. И потом пошел небольшой рост. Серия take профитов неплохая здесь была. И в момент у нас депозит вырос даже до $2500. То есть 150% прибыли даже было в моменте. Но это, как мы видим, было вот именно до 1 августа, именно до пилы, которую я включил в бэктест. Потом началась пила, и эта пила у нас съела 30% депозита. Я математику плохо считаю в уме, так сказал навскидку. И опустились мы до $1884. Вот у нас последняя сделочка. Потому что была серия реверсов в этой пиле, разворотов и убытков. Но что я могу сказать? Моя цель была найти стратегию, которую можно будет использовать бездумно. То есть просто бездумно по сигналу, не анализируя экономическую часть, не анализируя техническую часть. Просто продажу открывать, покупку по сигналу из моего торгового бота. А точнее, чтобы мой торговый бот автоматически будущий самостоятельно открывал такие сигналы, ибо психологическая часть потом не дает этого делать. Почему? Потому что я даже было начал пробовать работать по данной стратегии, но словив первую серию убытков, представьте, что вы начали, например, работать по данной стратегии именно вот здесь в начале августа и начали ловить сразу серию убыточных сделок. Это невероятно, просто невероятно давит на психику, и вы уже дальше не соображаете. После третьей сделки неудачной уже не хотелось дальше торговать, уже опустились руки и потерялась вера
в данную стратегию. Ну, она действительно является утопической, наверное, потому что рынок меняется, и для интереса чуть позже я вам продемонстрирую результат такой стратегии не за последний год, а за последних 3 года. Но, тем не менее, если дальше пойдет, как шло до этого, допустим, то в конечном счете также и в начале была просадка, не на 30, конечно, процентов, чуть меньше. По сути, даже стратегия, если была просадка, даже 50%, но если она в конечном итоге за год работы вас выведет в прибыль более 100% к депозиту, это все равно считается очень круто. Если у вас образно 10 тысяч долларов, вы год проторговали по такой стратегии, не отклоняясь от плана, хладнокровно открывали покупку-продажу, если вы к концу года получили 100% прироста к депозиту и закрыли год в плюс 20 тысяч долларов, а начинали с 10, то я считаю это очень круто. У меня не хватило духу по ней работать, то есть я ее просчитал. Существуют еще другие активы, которые дали не такой хороший результат, но тоже достаточно положительный. Я вам потом их все покажу. По самой таблице, друзья, я просто резко начал вот вам показывать цифры, демонстрировать результат. По самой таблице я вам не объяснил. Первое это у нас вход, потом цена входа, позиция, дата выхода, цена выхода из позиции и по какой причине. Либо это был обратный сигнал, либо take profit. Это количество баров, сколько баров поддержалась сделка. Это у нас PNL в долларах. PNL в процентах, это у нас, наверное, комиссия, я так понимаю, и баланс, конечный баланс после закрытия сделки. Вот даже вот так просмотрев, просто сверху вниз, от начала торговли до конца, мы видим, что у нас был сразу хороший рост на 150% вот в моменте, на 32-й сделочке. Но потом серия убытков в августе съела часть и осталось 80%. И вот последняя уже сделочка, это был у нас хороший рост и зафиксировалось 15%. Друзья, вернемся на минутку к нашему бэктестеру. Хотел вам продемонстрировать, что если мы, допустим, поменяем показатели EMA, поставим, например, 20, быструю EMA, сохраним, проведем бэктест. И видите сразу, как урезала профит. У нас уже профит урезался почти на 400, не почти, а на 400 долларов в конце года. Это мы изменили просто одну скорость. И вариантов скоростей очень много, их сотни могут быть. Если мы, допустим, вернем даже третью скорость быструю и поставим медленную EMA 100, сохраним, проведем бэктест, и у нас смотрите какой результат, всего лишь 26% прироста. Вот такими вот подборами я провел много бессонных ночей, прежде чем подобрать самые интересные, самые сочные показатели, которые я вам продемонстрирую. Теперь поиграемся, например, с профитом, поставим 25%, кто-то скажет, а почему 15, давай попробуем 25% take profit, давайте попробуем, сохраним, проведем бэктест, и видите, take profit ставим больше, но результат в конце года получается хуже, потому что движение не доходит до take profit, 25% таких движений меньше, чем 15, допустим, процентов. Поэтому по итогу в конце года у нас получится результат хуже. Если даете задание интеллекту написать бота по бэктестам, просите его выводить такую информацию в консоль, для того, чтобы каждый раз не открывать финальный результат через Excel и смотреть конечный результат, потому что если нас не устраивает конечный результат, то какой смысл ковыряться во всех сделках и анализировать их? Для этого просите его вывести такие важные параметры, как финальный баланс, общая доходность, например, в консоль, количество сделок, и здесь не хватает еще для полной ясности количества убыточных сделок или просадки в процентах максимальной за данный период по депозиту. И вот таким вот образом, подбирая различные параметры, можем поставить, например, 10% попробовать take profit, сохранить, провести бэктест. Видите, тоже результат не такой интересный. Вот таким вот образом, подбирая параметры, самые интересные, были проведены многие бессонные ночи, и решил вам показать эти результаты. Возможно, кому-то будет интересна данная стратегия. Возможно, кто-то ее доработает. Каким образом? Можно добавить еще один индикатор. Можно, например, добавить RSI и производить вход по нему. Например, выставить его не 14, а 6. Таким образом, если у вас получилось пересечение, ждете, когда RSI откатит в зону перепроданности, и когда он начнет подрастать из зоны перепроданности, входить в сделку, фиксировать может маленький take profit как вариант. Может быть такой вот дивер, найти дивергенцию с ценой и RSI-кой и заходить после нее и после пересечения. То есть вариантов может быть миллион. Может быть кто-то себе возьмет на вооружение и доработает данную стратегию под свои требования. Друзья, как обещал, вот активы, которые были подобраны лично мной через мой бэктестер, были прогнаны сотнями различных параметров и в итоге были подобраны по аваксу. Скоростя EMA 3200, take profit 15%. Это количество ордеров, на него не обращайте внимания, потому что я проводил чуть за другой период, чуть раньше, приблизительно месяц назад, до августа 2020
25-го, и там получались чуть-чуть другие данные на выходе. Просадка у нас 30% по депозиту максимальная была по аваксу, и тогда, и сейчас. И вот на данный момент, учитывая данную пилу в августе месяце, он все равно дал 80, даже 8, как мы выяснили, процентов прироста к депозиту за год, торгуя вот бездумно по данной стратегии, открывая buy-sell просто по сигналу, не анализируя вообще ничего, просто получили сигнал от торгового бота, зашли в терминал, нажали buy, получили обратный сигнал, зашли в терминал, закрыли buy, открыли sell. Все. Значит, следующий интересный актив Sol со скоростями EMA 3 150 и take profit 10%. Тоже дал неплохой результат, 59% за год. Давайте посмотрим. Вот возьмем Sol, файл с барами, копируем название, перейдем в наш бэктестер, вставим файл с данными. Итак, 350 скорости EMA 10%, проверим. 350, 10%. Окей, сохраняем, проводим бэктест. Как видите, 59% прироста к депозиту, финальный баланс у нас бы получился $1595 спустя год торговли. Можем даже открыть через Excel и посмотрим данные. Файл, папка с проектом, результаты, далее, запятая, чтобы сделать колонки, готово, готово, окей. И что мы видим? Начало торговли с небольшими убытками, потом видим 1000, 1400 в моменте было даже 1600, потом опять серия лоссов, потом 1600. Но вот как видите, все равно он чуть постабильнее продержался. Не было такой большой прям просадки, потому что если посмотреть на график по Солу, вот он. Видите, он такую пилу в августе не нарисовал, как нарисовал нам AVAX. Изменим скорость темы. Вот она. Вот я пробовал с 200, поверьте, там результат был хуже. Можем попробовать с 200 EMA. 50%. Может, за последний месяц что-то поменялось. Нет, результат, как видите, намного хуже. 13% прибыли всего лишь за год показала бы данная стратегия. И со 150 медленной EMA у нас вот такой вот результатик получился. Вернемся к результатам. Ну, неплохо. Сол очень интересный в плане стабильности. Но будет ли так всегда? Не поменяется ли эта тенденция через полгода? Допустим, проект поменял маркетмейкера, и новый маркетмейкер будет вести проект с новым графиком, будет рисовать, допустим, больше пилы, меньше таких длинных движений, неизвестно. Этого никто не может знать, абсолютно никто. Не сами создатели проекта. Передумают ли они через полгода поменять, допустим, маркетмейкера для своего проекта или нет. Поэтому на данный момент ситуация вот такая вот. Если возьмем данные показатели, применим их в торговле с данными скоростями и данным тейк-профитом, за год получим 59% прироста к депозиту. Это очень интересно. Следующий актив интересный, который тоже показал прибыль, это Bitcoin Cash. BCH, скоростя 8-150. BCH, копируем файл, идем в бэктестер, вставляем название, скоростя 8-150, take profit 35%. Сохраняем, проводим бэктестер. Как видите, он 35% и выдал прироста к депозиту. Всего лишь 28 сделочек было за год, как я и отметил, 35%. Если откроем файл с конечными результатами и посмотрим более детально по сделкам, здесь их очень мало, 28 сделочек. Вот начали с убыточка в целых $111. Да, неплохо бы ударила по нервной системе. По психологии нереально работать по данной стратегии. Я не знаю, кто выдержит. Это нужны железные нервы, нужны какие-то, не знаю, ненужные деньги. Первых 3 сделки даже, не просто первая, первых 3. Минус 111, минус 18, минус 64. Бам! $790 остаток. Ну а потом пошло выравнивание, потом маленькая просадка, выравнивание. И только вот туда под конец года $1682 у нас. И потом опять просадочка. Ну и в конечном итоге за год мы получим 35% прироста. Доги показал тоже 43% прироста к депозиту за данный период с такими скоростями как 320 и take профитом 25%. XLM показал тоже прирост хороший 60% со скоростями 8200 и take профитом 20%. Покажу вам его на графике. Вот Bitcoin Cash мы рассматривали только что. Он такой более нервный тоже иногда. Рисует пилу. Доги тоже пилу нарисовал в августе. И XLM-чик. XLM-чик чуть подспокойнее. XLM. Тоже интересный актив. Он нам дал 60% прироста к депозиту XLM. И эфир, ребят, оставил на десерт. Там очень большие движения по эфиру. Скоростя 3200, take profit 55% и прирост составил 170% к депозиту. Сейчас проверим, правда ли это. Так, эфир. Как видите, вот тоже в августе пила была. Кстати, у нас там, по-моему, EMA 150 стоит, да. Вот, пилы не было, пардон. И смотрите, какие он хорошие движения дает. Бам! Пересек минус 9, плюс 39. Бам! Почти 40%. А здесь ушел рынок в глубокую коррекцию.
Окей. В чем фишка этой стратегии, в чем плюс? Вот если так посмотреть. Неважно какой рынок, он медвежий, бычий, вы всегда торгуете по тренду. Если тренд медвежий, вы торгуете по направлению, продаете. Если тренд бычий, вы торгуете тоже по нужному направлению, по тренду, сидите с покупками. Круто на самом деле. Если бы оно вот так вот всегда работало, еще хотя бы годик-два работало, так можно и поторговать было бы, да, по такой стратегии. Ну, как видите, у эфира очень большие движения. И если мы с вами перейдем к бэктестеру, возьмем наш эфирчик, эфириум, вставим его в бэктестер, выставим скоростя, какие там 3200, 55%. Окей, 3200, 55%. Сохранил, поехали. Ну, как видите, финальный баланс $2700, это плюс 170% прироста к депозиту. Получилось за весь период всего лишь 27 сделок, потому что движения у него длинные и пересечений намного меньше, чем у других активов, как мы видим по графику. Давайте с вами еще откроем для интереса. Итак, через таблицу у нас начало торговли, серия лоссов небольших, потом первый take profit, почти $500, бам, опять серия лоссов, убыточных сделок, опять take profit, бам. То есть с этой прибыли в 1380 вернулись обратно в 1000. Потом серия у нас прибыльных, даже разворотных сделок по реверсу, по обратному сигналу, не только take profit. Пошло. Пардон, тут была серия убыточных сделок. Все они, это была пила. Это у нас какие было? Июнь, июль. Это у нас была пила небольшая. Были здесь пересечения. И депозит попилили, конечно, с 2300 почти, опустились до 1760. И потом последний take profit хороший, подкинул депозит на $1000 почти. Вот такая вот интересная, ребята, стратегия. Напишите мне в комментариях, торговали бы вы по данной стратегии. Собственно, у меня есть канал, могу его выложить в открытый доступ. Туда будут публиковаться сигналы. Точнее, я его выложу, как я вам уже показал ранее. Получаете не просто сигнал, а даже график. А я когда создавал бота, дал задание интеллекту также и дополнять сигнал графиком, который строится на лету в момент сигнала и прилетает вместе с сигнальным сообщением. Вот таким вот, где указывается актив, время. Но время я удалю, потому что здесь по Риму, если кто-то не из Италии, ему будет это время неинтересно, он будет смотреть свое время актуальное. Откуда берутся бары данные, да, с какой биржи, цена закрытия в момент сигнала и в какую сторону у нас сигнал long или short. И какой take profit нужно выставлять. Здесь также будут добавлены скорости АЭМа. Я добавлю в описании ссылку на этот мой канал. Кому будет интересно, можете потестировать данную стратегию и отписать потом в комментариях, что у вас из этого получилось, что по этому поводу думаете. Возможно, дополните ее чем-то и будете использовать на практике и на живых деньгах. Или попробуйте на демо-счете на какой-то бирже. Друзья, чуть не забыл добавить, все данные активы, это высоколиквидные активы, это тяжеловесы среди альткоинов с очень большой капитализацией. В чем их преимущество? Помимо того, что есть хорошая ликвидность, у вас не будет зависаний по ожиданию исполнения сделки. Помимо этого, также данные активы не рисуют скам-свечи, это случается редко, допустим, не знаю даже какой пример вам привести. По-моему, на ADA была такая. Было скам-движение, когда вот, например, видите, когда у нас двумя свечами рынок улетал больше, чем на 50%, то есть представьте, у вас открыта сделка в шорт, и тут резких две скам-свечи, у вас сигнал в лонг, когда уже от эмма пройдено 15%. Это, конечно, скам, и он случается, но с данными активами практически нет, потому что данные активы, это, повторюсь, тяжеловесы среди альткоинов. Мусором торговать не советую, есть некоторые комьюнити, у которых стратегии базируются именно на торговле разным мусором, различными щиткоинами, которые летают вверх-вниз, просто как сумасшедшие, по 1000%. Эти активы очень рискованные, там если торговать, то только на копейки с усреднениями, но мне такие варианты не интересны, поэтому я их не рассматриваю. Я больше за стабильность, я больше за какую-то стабильную работу, серьезную, и работу с серьезными активами. Поэтому были рассмотрены вот эти вот. Если напишите себе подобного бэктестера и сигнального бота, можете попробовать другие активы потестировать, побэктестить и посмотреть, какие будут результаты. Все в ваших руках. В целом стратегия очень интересная, потому что возьмем здесь 6 активов, да, допустим, если по $1000 на каждый выделить, $6000, и к этим $6000 добавить вот этот вот прирост к каждой 1000. Вот, если посчитать с реинвестированием, каждая 1000 по каждому активу. Кстати, в чем еще плюс данной стратегии? Используя несколько активов, допустим, 6 разных активов, вы таким образом диверсифицируете ваш портфель.
потому что один актив, допустим, рисует вам пилу, вот такую вот, а другой актив, такой как AVAX, AVAX тоже нарисовал пилу, вот, например, Sol не нарисовал пилу. И там, где у вас будет просадка по AVAX, по 1000, да, по другой 1000, которая у вас работает по Sol, у вас просадки такой бы не было, а был бы какой-то профит, который перекрывал бы, допустим, вашу просадку по другому активу. Таким образом, пробежавшись по всем активам, в конечном счете у вас было бы какое-то среднее значение, да, и не было бы убытка большого, потому что хоть они все и коррелируют с биткоином, данные активы, тяжеловесы, но все равно каждый актив рисует свой график, все графики практически отличаются. Но тем не менее, если вот посчитать банально по каждому активу, начиная с $1000, у нас бы в сумме получилось, вот это бы было $880, это 590. По финалу у нас бы получилось 4550, я уже на калькуляторе на телефоне посчитал, $4550, начиная с 6000, да, плюс к депозиту 4,5. Сказать, что это неплохо, можно, это очень неплохо. Это очень хороший показатель, и, возможно, я зря испугался, возможно, по данной стратегии все-таки можно работать, не знаю. Скажите ваше мнение. Даже если я сейчас назвал немалые деньги, 6000, да, возьмем $600 элементарно, просто разбросаем по $100 на каждый актив и будем банально в течение года на каждый актив там придется порядка 30 до 40 сделок за год. Это не так много. И если мы будем бездумно открывать покупку-продажу по каждому активу по сигналам и через год добавим к нашим 600 $455, это тоже неплохо. Вы вообще не думаете, за вас считает скользящее среднее ваш бот, присылает вам сигналы, вы видите сигнал, заходите в биржу, открываете buy или sell. Все, на этом активность закончилась. Спустя год у вас в кошельке прирост $455 к вашим 600. Неплохо, я скажу очень. Друзья, таков был один из вариантов, которые я подобрал в плане пассивного дохода, пассивной торговли на сегодняшний день. Я нашел такой вариант, не буду останавливаться и буду вас развлекать данным контентом. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и будем двигаться дальше.